Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. В преддверии Дня защитника Отечества я представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению подвески в виде миниатюрного меча из медной проволоки. Хорошую медную проволоку 2 или 2,5 мм можно взять от электропроводки. Откусываем 6,5 см проволоки. Можно сделать меч меньше, но я делаю крупнее, чтобы было хорошо видно. Отбиваем один конец проволоки, превращая его в лезвие меча. С помощью напильника формируем конец лезвия и зачищаем наждачкой. Длина после отбивания увеличилась на 12 мм, но после того, как мы сделаем держатель для тросика, она опять сократится. Другой конец отбиваем слегка. С помощью круглогубца формируем держатель для тросика. Нам понадобится проволока 0,8 мм. Ее можно купить на AliExpress. Ссылка будет в описании под видео. У основания отверстия для тросика приматываем проволоку и начинаем обкручивать рукоять. Часть меча, служащая для защиты от удара кисти руки в виде креста, называется гардой. В европейской традиции символичным является изготовление мечей с выступающей в стороны креста гардой. Делаем один виток вокруг лезвия и формируем правую часть гарды. Загибаем проволоку под рукоять вправо. Зажимаем крестовину и перекручиваем правый конец гарды 6 раз на 180 градусов. Аналогично перекручиваем с другой стороны. Концом проволоки поочередно обкручиваем левую крестовину, затем лезвие, затем правую крестовину, затем рукоять. И так делаем 2 или 3 ряда. Делаем 2 витка вокруг рукояти и откусываем лишнее. Чтобы выровнять рисунок, нанесем легкий удар молотком с изнанки в центр крестовины. Делаем чернение серой мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Меч можно украсить фурнитурой и бисером, приклеив их с помощью УФ смолы или эпоксидки. Я расскажу вам историю одного меча, о котором было сказано «нет ему подобного». Когда царь Давид был еще юношей, отец послал его отнести провизию 3 его братьям, которые пошли воевать против филистимлян. Когда Давид пришел в стан, он увидел, как из стана филистимского выступил единоборец по имени Голиаф. Ростом он 6 локтей и пядей, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его. И стал он и кричал:
Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Тогда Давид взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращей и камнем. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Меч Голиафа хранился потом в святилище в Номбе и был отдан ему священником Ахимелехом. И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». Всех мужчин поздравляю с Днем Защитника Отечества. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!